Я помню, мне было лет 6, и я проводила лето у бабушки. И в одну из ночей я проснулась от резкого грохота на кухне. Я слышала бой посуды, я слышала треск досок, я слышала, что там что-то разрушается. И на мгновение я подумала, что это рушится дом. И я уже сгруппировалась и готова была лететь на диване между обрушающимися конструкциями, но внезапно грохот прекратился. Это упал со стены кухонный шкаф. И вы знаете, как-то очень сильно мне запомнилась новость, как несколько лет назад в Забайкалье одна женщина покончила с собой после того, как ее грудного ребенка задавил насмерть навесной шкаф с посудой, который упал со стены. Если вбить в Google падение шкафа, то будет 1001 новость о том, как мебель сверху падает на людей. Это встречается так часто, что я уверена, у половины страны кухонные шкафы повешены на сопли надежды. Почти никто не думает во время ремонта, что для навесных шкафов нужно предусмотреть закладную. Многие вешают на ненесущие хлипкие конструкции, на гипсокартон или на дранку, а потом эти шкафы набивают самым тяжелым – кухонными гаджетами, тарелками, и сверху все это еще придавливают какими-нибудь тяжелыми банками с помидорами. А вниз, парадоксально, обычно складывают что-то полегче. Например, кастрюли. Кастрюля одна весит меньше в среднем, чем 6 тарелок. Ложки, вилки, тряпочки, мусорное ведро и лучок с шелушками. У меня достаточно тонкие и слабые запястья. И каждый раз, когда я закидываю тарелку на верхнюю сушку, я ощущаю этот микродискомфорт, и я не понимаю, почему у нас так непопулярно решение, где сушка посуды располагается в нижних ящиках, ведь это в разы удобнее. Еще один минус размещения сушки посуды или хранения посуды в верхних шкафчиках подсказала мне моя подписчица в Инстаграме. Кстати, вот мой Инстаграм. Так вот, помните вот это чувство, когда вы берете тарелку мокрыми руками и закидываете ее наверх, и в это время капля воды с запястья медленно и отвратительно стекает вам внутрь рукава и дотекает до локтя. Вот некоторым одного этого чувства достаточно, чтобы больше никогда не размещать сушку посуды наверху. Честно говоря, я в их числе. Все тяжелое должно быть размещено внизу, а сверху должны стоять какие-нибудь кашки, макарошки, красивые бокалы и легенькие приправы. Ну и закладную, конечно, всегда нужно планировать для шкафчиков. Что такое вообще закладная? Это усиление ненесущих стен с помощью заложенного в них чаще всего деревянного бруса. А вот как его закладывать в ваших определенных условиях, это вам лучше обсудить со строителями и кухонщиками по месту. Многие думают, что шкафы в наших кухнях появились потому, что кухонный гарнитур так выглядит красивее. Но нет, они появились там, можно сказать, от бедноты, от ограниченности пространства. Да, их эргономически впихнули как могли и эстетически вписали более-менее, но если у вас места на кухне предостаточно, то возможно, лучше вообще обойтись без таких верхних шкафчиков. Но вот я чувствую, что у некоторых как будто бы, может быть, сейчас на этом моменте могло внутри забурлеть. Спокойно. Если у вас маленькая кухня, если не хватает действительно места для хранения, то да, верхние шкафы необходимы. Если у вас достаточно места для хранения и позволяет площадь, то, может быть, лучше вообще отказаться от верхних кухонных шкафчиков. Можно, например, оставить над рабочей зоной свободное пространство, чтобы, свободно гуляла энергия ци, если вы верите в фэншуй. Если что, я не верю, но если вам нравится так думать, то, пожалуйста, энергия ци у вас будет более свободно гулять. К тому же кухонный шкаф над головой очень сильно мешает. Мне кажется, у каждого в жизни был вот этот вот незабываемый момент, когда ты ударяешься головой об верхнюю дверцу кухонного шкафа, если ты, например, встаешь с приседа наверх и ударяешься об открытую дверцу, или просто ударяешься об ручку или об вытяжку. В общем, удариться там есть обо что, и наверняка вот этот вот щелчок, и бах, и ты вдруг выбиваешься из этой рутинной суеты и вспоминаешь, как на самом деле жизнь-то устроена. Ох. С этими верхними кухонными шкафами нельзя нормально наклониться над рабочей зоной, надо все время как-то держать в голове, что сверху тебя может атаковать этот кухонный шкаф. А это, знаете ли, постоянное микронапряжение. У вас вот что, мало напряга в жизни?
Так что если место позволяет и есть возможность не ставить такие кухонные шкафы, то лучше сделать воздушную кухню без верха или с легкими полками и поставить над рабочей зоной, например, картины. Ну круто же! У кого сейчас на кухне есть картины? Да у единиц. Надеюсь, после просмотра этого ролика взгляд на кухонные шкафы у вас немного освежился. Освежите взгляд своих близких, поделитесь этим роликом с тем, кому это сейчас актуально. Поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем дизайн!